Итак, всем доброй ночи. А если уж точнее, наверное, доброго раннего утра, потому как 3 часа. 3 или 5, 6 минут четвертого. Народ у нас спит, но сейчас появится. Дорогие друзья, я говорила, добрый-добрый. Да, я говорила и повторяюсь, финансы – это, наверное, самая уязвимая сфера нашей жизни. От финансов зависит наше существование, в принципе, поскольку мир материален. Когда вы делаете ритуалы на удачу, на деньги, вы начинаете подниматься по жизни. Как это происходит? Вот силы разумные, они не будут вам давать просто деньги из ниоткуда. Вы, если лежа на диване будете просить эти деньги, они сверху на вас не упадут. Но они будут давать вам эти деньги поэтапно. Сначала помогут вам найти занятие, которое вам принесет эти деньги. То есть у вас ничего не приходило на ум, а тут какой-то фильм смотрели, реклама пробежала, ну там какие-то кожаные сумки. И вы вспомнили, так я же умею что-то там делать, могу и на коже это все сделать. Взяли, сделали 3 сумки из кожи. Выставили, например, где-нибудь в контактах, в группе. У вас их купили. Потом дальше, дальше. То есть ритуалы на удачу, на финансы, они вам поэтапно помогают. Они дают настолько, насколько человек заслуживает, насколько он старается. И потому, когда некоторые говорят, я вот пенсионер, если я сделаю ритуал получить 1 000 000 от фортуны, у меня получится. Я говорю, если вы займетесь чем-то, а вам эти идеи, предложения придут, то получится. Если ничего не сделаете, естественно, у вас ничего не будет. Итак, вот вы сделали ритуалы на удачу, у вас начинается резко подниматься. У многих так бывает. Когда они поняли, в чем дело, и начали убирать вот это состояние, то уже сразу же снова открылась финансовая дорога. Вы сделали ритуалы на удачу, на деньги, чистки сделали, у вас начинается поток. Друг за другом предложения из ниоткуда. Это сказали, то предложили возглавить э, какой-то проект создать, доверили, когда вообще даже не думали вам об этом говорить. И вы радостные, удивляетесь и начинаете рассказывать кому-то. Или сама себе говорите и сама себя глазите. Например, мы тоже это можем. Ой, не может быть, прям не верится. Вот такие большие деньги, раз и сразу. И что я с ними сделаю? Ой, да прям даже непривычно. Вот столько времени не было, и сейчас сразу пришли. Или вы делитесь с друзьями. Ой, вы знаете, я вот сделала ритуалы там Иги Хосроевой, мне так помогло, такое прям невероятное, я даже не ожидала, я вообще не могла понять, как это возможно. Вот из ниоткуда прям все открылось. Бывает, что идут люди дальше, то есть они получают эти финансы, они начинают хорошо одеваться, машину купили, начинают копить на квартиру, вдруг и квартиру купили. Знаете, у каждого как с деньгами, какие отношения. Может человек идти дальше. Дальше, дальше, магазин может открыть, еще что-нибудь. В общем, он начал хорошо одеваться, хорошо есть. Соседи видят, как он сумками приходит, с хорошими продуктами. Много раз у многих из вас это было, когда вы проходите мимо бездельников соседских, которые дай сигарету, дай 100 рублей, стреляют, сидят, ни хера не делают 40 лет мужикам. И смотрит с завистью, как твой Мерседес подъехал, встал, как ты там вышла вся в шубе, ухоженная, с продуктами. Им не интересно вообще, им абсолютно начихать и наплевать, насколько тяжело это дается. Им не интересно, что нужно вести бухгалтерию, что нужно платить налоги, что нужно платить страховку, что нужно ездить туда-сюда.
что если ты опоздаешь, приходит штраф. Ну, в общем, им вообще ничего не интересно, им только интересно вот то, что они видят. Они видят красивую жизнь. Помните этот мультик, фильм, да, волшебный мир кино, и, конечно же, там все прекрасно, все волшебно, все без усилий, все сразу. А я хочу вам сказать, что многие актеры падали в голодный обморок, жили в проголодь просто. Абдулов, например, когда у него спросили вот эти преследования, всякие там грязь и так далее, он сказал, а как мы хотели? Мы хотели быть известны, а побочный эффект известности вот это. Но никто же, говорит, не знает, что я полуголодный студент был. И когда я шел на пробы куда-то, я думал, интересно, а здесь чай или булочку будут давать? Вот человек, один из самых богатых актеров, востребованных, вот так говорил. Но человек добился, достиг своим старанием вот такой вот вершины. Но кого-то это вообще волнует? Кому-то это вообще интересно? Кто-нибудь смотрит закулисную жизнь? Кого-нибудь вообще волнует, что до 3 ночи, пока они храпят, я здесь работаю? Я отвечаю людям. Я делаю работы, потому что мне заказы. Эти все результаты благодарности с воздуха не приходят. Это я провожу, чтобы у них все получалось. Правда ведь? Кого-нибудь интересует, чем я плачу, какой болью личной жизни я платила и так далее? Никого не интересует. Всех интересует что? Есть дом, есть это, есть то, есть украшения ей дарят, вот это отправляет, вот эта сучка, блин, вся такая из себя, такая богатая, вся из себя и так далее. Но кто-нибудь вообще интересуется, что я 20 лет с лишним пошу как собака? Остальное я не говорю, остальное это было, скажем так, в разных профессиях. Кого-нибудь волнует, что я потеряла зрение, читая книги, изучая книги? Кого-нибудь волнует, что я 4 года сражалась с болезнью, чтобы не умереть, что мне приходилось жить далеко от своего ребенка, потому как я должна была создать, а рискнуть привести маленького ребенка, который... Сколько ему лет было? 5 лет, когда я уехала. Ему было 5 лет, когда я уехала. Сейчас моему сыну 16 лет. Вы можете понять, сколько мне пришлось пожертвовать ради того, чтобы у него было будущее, чтобы он с нуля не начинал. Ему было 5 лет, он был 5-летний бутуз, кругленький, толстенький ребенок. Сейчас он взрослый парень. Вот так вот. Но куда бы я его привезла? В эту тесную квартиру, где я жила, не в понятные условия. Ему 5 лет, он должен был хорошо питаться, хорошо спать, он должен был не нервничать. Я могла испортить ему пищеварительную систему. Он бы стал больной, искалеченный ребенок. Чтобы этого не было, я его оставила у родителей, потому что я знала, что там он будет одет, обут и так далее. И не страшно, когда ты одна. Страшно, когда ребенок рядом, и ты не знаешь, как жить, когда у тебя в кармане 500 рублей. Здравствуй, Илона. Из 500 рублей, с 500 рублей, когда я просто-напросто вот так осталась ни с чем, мне нужно было через пару дней заплатить за квартиру. У меня в кармане 500 рублей, разрушенная жизнь, отрезанное лицо и больше ничего. И я просто сказала, либо я окажусь на улице и пропаду, либо я возьму себя в руки, начну свою жизнь с нуля и по новой. Я взяла себя в руки. Я за 3 дня смогла. Работала, как ишак, отдала за квартиру. Дальше и так далее. Кого-нибудь волнует вообще, что ты делаешь, сколько ты отдаешь, сколько ты мучаешься, чтобы чего-то достигнуть? Никого не волнует и никогда не волновало. Всегда будут видеть результат. Им кажется, что это просто так. Им кажется, что вот все, что у тебя есть, это всего лишь недостойное, как вам сказать, ты вот недостойно получила это все. Это просто везение, стечение обстоятельств. Ни за что, ни про что. Я помню, одна писала, этой Хосроевой отправляют там бриллианты, шубы. Что она там из себя представляет? Ведь есть люди более достойные. Ну, например, наверное, намекала на себя. Если я не ошибаюсь, одна дурочка Чурчхелла
свои 40 лет выглядит как 70-летняя бабка по имени жена Пушкина. Причем фотографию такой красавицы взяла. Пушкин на тебя даже не насрет, извини, конечно, за выражение. Так вот, а у самой 40-летней или сколько там лет бабе, кроме как общежития, которое снимает, ни хера нету в жизни. Живут в вагончиках и смеются над человеком, который живет от Москвы 20 минут езды. Смеются, смешно. Ой, 20 минут от Москвы, еще живут в Колыме и смеются над человеком, который живет рядом с Москвой. Весело. Так вот, дорогие друзья, вот когда вы делаете эти ритуалы, когда у вас начинает получаться, когда вы поднимаетесь и так далее, я уже давала много таких чисток. Много, но чисток много не бывает, особенно финансовых чисток, потому что как только с деньгами начинаются какие-то трудности, торможения, у нас начинается паника. Это нормально у каждого человека. Мы от денег зависим, мы за все платим. Мы только платим и платим. Если так хорошо подумать, мы в нашей стране только платим. Работаем, чтобы платить за свет, за газ, за коммунальные услуги, за землю, за дом налог. Что еще мы там платим? За страховку, за машину платим налог. Мы платим налог за квартиру. Мы платим... То есть мы платим, мы работаем столько, чтобы платить это все. Вот если это, скажем так, люди... рабочий класс, они практически всю свою зарплату отдают в плату туда-сюда. Если это средний класс, например, вот я к среднему классу отношусь, а у них более-менее остается, немного остается, у них откладывается. Не скажу, что там они палаты покупают, но могут себе позволить хороший дом, хорошую машину. И то очень долго нужно это собирать и все такое. Кроме всего прочего, дорогие друзья, если моя цель будет деньги зарабатывать, я просто-напросто превращусь в машину для зарабатывания денег. У меня не будет времени ничего снимать, ничего говорить. Поэтому я предпочтение свое отдаю немного и своему имени, которое нужно оставить в мире, понимаете? Так вот. Вот смотрите, вы сделали ритуалы, у вас все хорошо, у вас поднимается, вы радуетесь, не нарадуетесь, и вдруг раз и остановилась на некоторое время. Остановилась и как-то вот, начало трудно идти. Это временно, потому что точно так же эти чистки и прочее уберут это все. Но тот момент, который у вас остановился, вот этот финансовый поток, он, конечно, болезненный, потому что человек привыкает, что уже вот-вот он вышел, все хорошо. Если у вас подобное случается, это с глаз. Это даже можете не думать и не гадать. Это с глаз. Вы стали лучше одеваться, вы стали лучше жить, вы стали более так как бы на широкую ногу. Вы тут же стали мишенью, вас сразу заметили. Вас понять могут только те люди, которые в своей жизни точно так же с большим трудом поднимались и добивались успеха. Только они. Но их меньшинство. Поэтому вас навряд ли толпа поймет. Что мы будем делать с вами? Вода и соль. Видите, я как посолила вкрутую. Перемешать вот эту воду с солью нужно ножиком. Неважно, по часовой, против часовой. Перемешать нужно ножом. 2 восковые свечи. Да, он страшный, он не просто страшный. Недооценивать с глаз не стоит. С глаз это не относится к таким незначительным действиям магии. Поверьте мне. От сглаза люди умирают, от сглаза люди в аварии попадают, от сглаза люди вешаются. Все что угодно. А есть люди, которые специально идут и начинают хвалить. И такие люди есть. В древние времена таких глазливых людей знали, и купцы давали им денег и отправляли конкурентам на лавочку. Лавки эти стояли. И она шла и говорила: ой, какой у вас товар хороший, ой, как у вас все хорошо, ой, как все блестит, ой, какая красота и так далее. И у человека останавливалась торговля. Потом этих людей начинали гнать.
Как только она приходила, ее начинали бить и гнать, потому что знали, что она сглазит. У вас в жизни наверняка были такие случаи, когда, ой, какие красивые бусы, или там, ой, какое колечко красивое, ой, 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 ой. Через некоторое время это колечко куда-то пропала навеки вечные. Причем не она украла, нет, ну просто она пропала и все. Или ой, какая люстра, ой-ой-ой, вот прям люблю вот такие люстры, вот смотри, как красиво, вот, ой, там прям все это сделано. Как только она ушла, эта люстра упала, шандарахнулась, разбилась к чертовой матери. Я помню, когда одна у нас родственница пришла домой, мама купила, я уже рассказывала, по-моему, светильник такой интересный, такие длинные, это у меня ноготь тут оторвалась, надо будет пойти потом исправить. Такие длинные эти лампочки были вот такие, и такое ощущение было, знаете, как свеча горит. Вот как свеча, да. Ощущение, как будто там свеча горит. Вот так она включалась, и вот такими выкрутасами, в общем, горела очень красиво. Она пришла как, начала хвалить. Ой, как красиво, ой, красота. Прям как во Франции, прям как в Париже. Вот такие вещи я еще не видела. Вот это да. Вот, в общем, покружилась, похвалила. И когда она ушла, мама проводила ее до ворот, вернулась, дверь открыла, и эта лампа как бабахнула прямо вот так вот на месте, аж вдребезги улетела. Но мы прям испугались, потому что рядом сидели, она могла прямо улететь мне в глаз. И она говорит, ёкала мне, вот это да. Так что, дорогие друзья, это вполне реальные вещи, чтобы вы знали. Итак, что нужно делать? Посолить вкрутую воду, ножом перемешать, любым ножом. 2 восковые свечи ставите по бокам. 3 раза читайте этот заговор. Ну, я, наверное, 3 раза не буду читать. Я, наверное, прочитаю, ну, сколько раз мне хватит времени и сил, потому как я устала, ежели честно сказать. Итак, вам показываю весь процесс. Все глаза глазливые, Лола, все. И зеленые, и желтые, которые хочешь. Все глаза. Что такое глаз? Это когда резко смотришь, и энергетика вот внутренне накопленная, она просто бьет. Вы не видите это. Но она резко, вот этот сгусток отрицательной энергетики просто бьет. И дома начинается ломаться вещи, все такое. То есть вот эта энергия приходит, она должна забрать какую-то энергию чего-то. Или вашу энергию вы заболеете, или кошки заболят, или курицы сдохнут, если сильно перехвалили, или с домом что-нибудь случится и так далее. Но это мы уже испокон веков, когда начинали, то есть приходить соседей, хвалить и так далее, обязательно начиналась какая-нибудь канитель. Начнем. Берем свечу, капаем и читаем. У меня как получится капать, не могу сейчас концентрироваться, потому что мне нужно и читать, и свечу держать. Ну, я думаю, что вы поймете весь процесс. Причем, если есть сильный сглаз, он будет прямо начать стрелять, как бенгальский огонь. Соль, я уже говорила вам, что соль забирает всю отрицательную черную энергетику. У вас сразу откроются финансы. И время от времени, как только у вас все хорошо, и снова что-то начинается, начинает торможение, не ждите, сразу проведите. Начнем. Сколько свечей тут капать, можно большое количество, это не важно. 3 раза читать, а свечи могут быть 6, 7, 8, это вообще не имеет тут значения. Потому что свечи разные, длинные бывают и короткие. Во, видали, как суки со своими крысами меня глазят? Падлы.
Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает. Зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут. Так и враги мои меня не изведут. Кто мне сделал порчу на бедность, али сглазил и сурочил, придет пятница, за ней суббота. Уйди и сгинь, моя забота, а у завистников пустая работа. Никогда суббота за средой не встанет, до тех пор нищета ко мне не пристанет. Продолжаем. Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает. У меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Черная зависть с глаз и уроки. Сгиньте навеки с моей дороги. На овцу шерсть назад не прирастет, черная зависть меня не возьмет. Воск пусть с моих денег с глаз снимает, зависть горит и тает, в воде соленой остывает. Вода черноту в себя вбирает, на дно свое собирает. Откуда ты, зависть, прилетела, туда тебя отправляю. Свою дорогу к деньгам открываю. Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает. С меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Вот это нужно делать 3 раза. Давайте еще раз прочитаю на всякий случай. Воск тает, от огня сгорает, в соленой воде, в воде соленой остывает. С меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги меня не изведут. Аж воет свеча. Еще раз прошу запомнить, это не порча. Порчи к ведьмам не пристают. Это зависть. Зависть, глаз, он может к каждому человеку пристать, к любому. Кто мне сделал порчу на бедность, али сглазил и сурочил, придет пятница, за ней суббота. Уйди и сгинь, моя забота, а у завистников пустая работа. Никогда суббота за средой не встанет, до тех пор нищета ко мне не пристанет. Воск тает от огня, сгорает, в воде соленой остывает, с меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Черная зависть, глаз и уроки. Сгиньте навеки с моей дороги. На овцу шерсть назад не прирастет, черная зависть меня не возьмет. Свеча воет. Воск пусть с моих денег с глаз снимает, зависть горит и тает, в воде соленой остывает. Вода черноту в себя вбирает, на дно свое собирает. Откуда ты, зависть, прилетела, туда тебя отправляю. Свою дорогу к деньгам открываю. Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает. С меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Давайте еще раз сделаем. Это не все, есть второй этап.
Пока что первый этап. Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает, с меня с глаз и зависть отливает. Почему они работают и сильные? Потому что они созданы по традиции древней магии. Скверну снимает, ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Кто мне сделал порчу на бедность, али сглазил и сурочил? Придет пятница, за ней суббота, уйди и сгинь, моя забота. А у завистников пустая работа. Никогда суббота за средой не встанет, до тех пор нищета ко мне не пристанет. Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает. С меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Видите, уже чище стал капать. Первые свечи были намного чернее и прям выли свечи, аж трескались. А чем дальше, тем чище, очищается, потому что. Черная зависть, глаз и уроки. Сгиньте навеки с моей дороги. На овцу шерсть назад не прирастет, черная зависть меня не возьмет. Воск пусть с моих денег с глаз снимает, зависть горит и тает, в воде соленой остывает, вода черноту в себя вбирает, на дно свое собирает. Откуда ты, зависть, прилетела, туда тебя отправляю, свою дорогу к деньгам открываю. Воск тает, от огня сгорает, в воде соленой остывает. С меня с глаз и зависть отливает, скверну снимает. Ночь и день с места на место не перейдут, так и враги мои меня не изведут. Да будет так, заклято. Вот так 3 раза сделали. Докапали эту свечу. Так, ну-ка давайте-ка вот так сделаем. Ой, фу, неприятная гадость вышла. Прям как глаз лопнул посредине. Как вот стекается глаз. Ну вот почти то же самое. Хренотень какая-то. Народу тьма. И знаете, что самое интересное? Прям напоминает говно. Тут даже к бабке не ходи. Говногруппа называется. Вот видите? Ой. А это, наверное, Патюля. Сидит, шапкой машет. Ой, ну смех. Зависть. Зависть с глаз. Есть? Да, есть. Даже у меня есть. Потому что, ну, извините. Ой. Второй момент. Что нужно делать? Эту воду вылить или в раковину, или в туалет, или на землю со словами: откуда пришло, туда ушло. Это раз. Воск и еще кое-что, сейчас я вам покажу. Завернуть в черную материю вместе со свечами, которые догорят. Отнести под дерево, оставить 3 монеты и говорить: дорога к деньгам отныне открыта. Но это не все. Это первая часть. Теперь вторая часть, дорогие друзья. Берете вот такой вот бумагу. Ой, блин. Представляете, неправильно писала. Наполовину. Безденежье нужно. Так. Зависть. Пишем. Безденежье с глаз. Вот так. Зависть, безденежье с глаз.
Написали? Возьмите емкость. Вот это нужно сжечь. Громко говорите. Сжигаю зависть, безденежье из глаз. Сжигаю зависть, безденежье из глаз. Сжигаю зависть, безденежье из глаз. Почему нужно громко говорить? Потому что во Вселенной вас слышат. И каждое слово имеет силу. Вот это вы сожгли. Постарайтесь руки не сжечь. Так. Нужно, чтобы оно полностью сгорело. Если чего-нибудь не сгорит, сожгите. Она должна сгореть полностью, истлеть. Эта практика сжигания, это не сейчас. Потому что это считают, что это сейчас психологи, психиатры начали вот это вот сжигание всех страхов и так далее. Это древний, очень древний метод. Сжигание страхов и прочее, прочее. Теперь смотрите. Здесь две стихии участвуют. Вода и огонь. Итак. Смотрите. Ну, здесь не будет такого прям дыма, чтобы аж пожарные приехали. Так, вот сожгли и 3 раза читайте. Окаянные слова, окаянные дела. Горите, крутите, вертите, в пепел превратитесь, кругами ходите. Кто мне зависть наслал, того найдите, ей в глотку воткнитесь. С меня с глаз сходит, к тому, кто наслал, обратно уходит. Заклинаю. Еще раз. Окаянные слова, окаянные дела. Горите, крутите, вертите, в пепел превратитесь. Кругами ходите. Кто мне зависть наслал, того найдите, ей в глотку воткнитесь. С меня с глаз сходит, к тому, кто наслал, обратно уходит. Заклинаю. Окаянные слова, окаянные дела. Горите. Крутите, вертите, в пепель превратитесь. Кругами ходите. Кто мне зависть наслал, того найдите, ей в глотку воткнитесь. С меня с глаз сходит, к тому, кто наслал, обратно уходит. Заклято. Итак, когда вы это все прочитали, берете вот это сюда, все, что здесь есть, кидайте сюда. Или гасителем, как вам удобно. Вытаскивайте и говорите: было закрыто, а теперь открыто. Кидайте сюда. Черная материя или старая материя, это уже не имеет даже такого значения. Вот это все окутаете, то есть крест-накрест или как вы хотите, узелком завяжите на следующий день, относите, оставляйте возле дерева, 3 монеты кидайте и говорите: дороги к деньгам отныне открыты. Я уже сказала о том, что человек сам себя может тоже сглазить. Это не имеет значения. Но этот метод чаще всего используется, когда у человека действительно очень плохо. Прям остановилось все по новой. Ему надо это делать. Сами сглазили, ничего страшного. Вы же не наслали этот сглаз, он просто с вас снимется и все. Никаких последствий для вас. Все, дорогие друзья, пойду я дальше работать, потому что мне еще дел дофига. Ой, столько всего хочется вам подарить, сделать, у меня времени не хватает, если честно. У меня просто не хватает времени. В сутках 24 часа, у меня нету времени больше. Не успеваю я столько дарить, сколько хотелось бы. Но и то, что я подарила, мне кажется, достаточно для того, чтобы
Просто в корне поменять свою жизнь. Знаете, чем я победила своих врагов? Своей трудоспособностью. Не только талантом, знаниями, трудоспособностью. Потому что есть очень много талантов, знающих, которые в земле лежат. Потому что они не трудились, они не хотели создавать и так далее. Вот они никогда не смогут угнаться за мной, и они даже не понимают, почему у них ничего не получается. Во-первых, магия и защита ведьм, и во-вторых, титаническая работоспособность. Они не смогут такое. Они вот, ну просто не смогут. Многие так думали, что легко и просто, сейчас как начнем, сейчас. Они просто это не смогут. Они за мной угнаться не смогут. Они не будут столько работать. Они не будут столько развиваться. Они не будут столько дарить. У них нету, им не дано. Они не станут для людей близкими и родными людьми, и друзьями, как я стала. Я для каждого нормального человека, который смотрит мой канал много лет, стала членом семьи. Они не смогут стать. Им это не дано. Они пытаются подражать мне, поют песни такие дурацкие, полупьяном угаре, потому что я когда-то, когда рассказывала про Грузию, я спела такой куплет песни на грузинском, потому как я родилась в Грузии. Я включала, мы с вами слушали песни, я объясняла, о чем эта песня и так далее. Просто я настоящая, понимаете? А то, что они делают, они всего лишь хотят быть мной. Это китайская подделка духов Шанель. Но это не пройдет. Если я это делаю, я хочу это сделать, мне это нравится, в этот момент я хочу поделиться с людьми и так далее. Они это делают для того, чтобы стать как я. То есть, чем я хуже, я тоже сейчас спою, и вот люди пусть подумают, что я такой компанейский человек. Это смешно. Когда это идет не от души, когда это фальшиво, когда это желание понравиться, ты отталкиваешься. Вот вспомните свою молодость, когда вас хотели с кем-то познакомить и говорили: ой, такой хороший парень, вот сейчас вот придет, познакомься. Когда хотели, пытались тебя познакомить с кем-то, у тебя уже внутри отрицание к этому человеку и отталкивание. Какой бы он ни был прекрасный, ты не хотела, потому что на твоей волей как бы пытались контролировать твою волю, понимаете? А человек, он такое создание, когда ему говорят, он делает наоборот. Вот если я вам сейчас скажу, закройте глаза и не думайте о кошках, у вас перед глазами одни кошки будут бегать. Когда человеку пытаются навязаться и понравиться, фальшиво, не нравится. У меня отец был замечательный актер. Жаль, что он свою карьеру не продолжил. 90-е, голодные годы, никому не нужно было искусство, это все остановилось. И когда я играла у него в спектаклях некоторых, он мне говорил: не пытайся понравиться. Ты играешь, считай, что никого нет, вот один человек, он на тебя смотрит, ты для него, ты ему показываешь и говоришь: не пытайся понравиться. Как только ты попытаешься понравиться, это будет выглядеть фальшиво, они тебя вычислят. Как говорил Станиславский, не верю. Понимаете? Если бы Станиславский был жив, он бы все время им кричал: не верю, вашу мать, не верю, суки, не верю. Но не верю я в это желание помочь всем людям, всем добра, любви, мира. Это я хочу помочь, и я работаю до утра для людей, я для них делаю добро. Я им помогаю выйти из кризиса, не отчаяться, не поникнуть, понимаете, не сломаться волей. Я хочу это, я показываю своими работами любовь, уважение к людям. А там хотят показать уважение. Да и везде это же дело не в них, поверьте, это не такие уж важные птицы. Просто вот на примере такого цирка я говорю о таких вот людишках, которые пытаются дотянуться до величины, понимаете? Это пускай не обо мне будет сказано, вообще до любой величины пытаются дотянуться. Это смешно. Вот сейчас эту крысу подбросили, это же цирк. Кто научил? Это дура-будесница. Кто она такая? Наводчица. Наводчица, воровка, уличная какая-то девка.
Она очень любит из себя корчить важную птицу. Она советы всем дает, всех учит, всем говорит, всех крышует. Но все, кто хоть раз ей поверил, этому человеку, были очень горько разочарованы. Потому что, обещая помочь, покровительствовать, я не знаю, что-нибудь еще, были только на словах. А потом люди понимали, что это просто человек, который просто обещает. Вот знаете, вот приходит в компанию человек, садится, со всеми знакомится, здравствуйте, очень приятно, там Сергей Петрович и так далее. И каждому из них, а ты кем работаешь? О, да у меня же есть знакомый, я могу тебя устроить, прям завтра позвоню. Да ты что, а у меня же там в клубе есть директор, да мы можем с вами там забацать спектакль и так. Вот всем он пообещал, и весь вечер он просто украл на себя внимание, ему салат приносят, ему кофе делают. Он же Петрович же обещал завтра всех устроить на работу, никаких проблем. А на следующий день Петровича не дозвонишься, все, он исчез, нету его, выключил телефон и так далее. Но этот вечер он был просто в центре внимания, понимаете? Он понял, как людей завоевать в этот вечер, чтобы все просто-напросто все внимание было к нему, чтобы он был важной персоной. Он весь вечер чувствовал себя царем и богом, потому что вот он такой деловой парень, всех устроит, всем скажет, у него знакомый и так далее. А потом он исчез. Вот эта будесница, вот именно типаж вот этих Петровичей. Я сделаю, я скажу, там чернокнижие, я знаю, у меня друзья чернокнижники, у меня там колдуны в друзьях, у меня вот то. И вот эту дуру с крысой, она тоже где-то прочитала чего-то. И же, чтобы и же через колено, и же через красное звено, и же ликом шитое, духом великим через мостовые. И так, не помните ее, это дурацкие... Когда просто смеялись хором, и же туды, и же сюды. Вот она этой дуре сказала, вот дома на крысу почитай, и же, и отнеси, закопай, и все будет трындец с Хосроевой. Понимаете, ну это смешно. Да хоть, блин, слона закопайте, это не поможет, потому что, ну когда вы уже до вас дойдет, что я ведьма, а вы всего лишь играете в ведьм, я этим живу, это моя жизнь, это смысл моей жизни, да, а вы просто играете в ведьм. Для вас это игра и бизнес, для меня это жизнь, вот и все. А духи, а силы, боги, давайте будем честны, чью сторону примут, скажите мне? В сторону того, кто им удобен и выгоден, кто передает то, что они хотят, кто славит их, кто поклоняется, кто отдает им энергию, в конце концов, кто их почитает. Вот почему вы должны для них быть важны? Вы кто? Вы что дали миру? Вы что даете людям? Вы что принесли этот мир? Только слова «я знаю, я великий», только никому не скажу. Кому это интересно? Даже в древние времена, когда приходили к колдунам, ведьмам, и то они учили, говорили, объясняли, чтобы люди могли понять природу, люди правильно жили, меняли свои... Их функция не входила только брать деньги, колдовать и до свидания. Они учили людей. Ту же самую Екатерину Медичи, которая была очень ярая католичка и так далее. Понимаете, она верила в магию. Она была близкий друг Нострадамуса. И они очень дружили. Он помог, я объяснил ей, как родить детей, а он сделал там всякие ритуалы и так далее. И она верила в это все. То есть он ее научил, как правильно жить, как принимать решения. Вот он направлял, вот его функция человека силы. Так что это и древние времена делали колдуны и ведьмы и так далее, понимаете? Вот о чем я говорю. И вот спрашивается, на кой черт силы должны помогать вот такому дерьму во вред той, которая предана им всей душой. Ну просто подумайте. Это все равно, как мужчина предпочтет проститутку с трассы, чем целомудренную умную женщину. И скажет, вот эта проститутка как раз мне будет женой, родит мне детей. Такое возможно? Может быть, если мужчина дурак. Но в отличие от дурака мужчины, силы Вселенной не дураки, они разумны. И они выбирают
того человека, который им удобен, выгоден, нужен, которого они вырастили, научили, привели, защищали и сделали тем, кем он стал. Нет, блин, вы пришли за 2-3 месяца, сейчас все бросят и побегут к вам слушать ваши песни про такси и всякую хренотень. Да вы фальшивые существа. Я вообще говорю, вообще обо всех. Мы сейчас говорим как раз о сглазе, зависти. Вот я и говорю, откуда эта зависть идет? От бессилия. От понимания того, что я этого никогда не добьюсь и не хочу добиваться, и мне это не дано. Почему? Можно добиться, хоть торгуя арбузами, и добиться вершины высот. И не завидовать тому, кто поэмы пишет. Каждому свое дано, в конце концов. Каждому дано свое. Купцы прекрасно разбирались в товарах, и они были не менее богатые, чем профессора и прочее, прочее. Каждому свое дано. Кто-то должен торговать, кто-то должен учить детей, кто-то должен писать книги. Когда переходит человек из своей функции в другое, где ему не место и не ждали, там нету энергии для того, чтобы подняться, понимаете? Ему эту энергию не предоставляют, и он там просто превращается в клоуна. В следующий раз привези мне тигра и привяжи прямо к воротам. Да, скоро у нас будут охранники здесь. И посмотрим. Когда жопу твою оторвут, дура, тогда посмотрим, какую крысу ты там будешь закапывать. Чуть-чуть потерпи. Ага. Потом будешь шариком объяснять, что ты там делала. Блин. Слушай, ты лучше своего мужика прибей и закопай там. Больше толку будет. Ему жить незачем вообще в таком опозоренном состоянии. Все, дорогие друзья. Пойду работать дальше. Старый еврей вас покидает. Да я никого, я ее не посылала, Лола, я ее знать не знаю. Она просто влезла и начала снимать против меня гадости. Я не посылала эту дуру, я ее не знаю вообще. Я вообще не знаю, она еще состояла в дерьмогруппах раньше с именем Эмма Шварц или Шмидт, или хрен знает кто. Вот она еще под этим именем там сидела, грязь лила, а потом пришла в YouTube, а я ее не знаю, эту дуру. Я ее не знаю, понимаете? Я никого из них не знала. Ни этого придурка, ни этого. Они легенды сочиняют каждый день. Я не знаю этих людей. И я поэтому начала вначале смотреть, чтобы понять, что они хотят от меня вообще. Смотрю, ересь какую-то несут вообще, ахинею какую-то несусветную, чушь собачью. Ни о чем. Да, Эмма Шваль. Даже я их не знала, лол. Да понятия не имела, кто эта дура. Вообще не знала. Меня силы берегут. Меня беречь должны силы, и они меня берегут. Ой, если на тебя беспричинно нападают, это называется коротким словом зависть. По-моему, сказал, если не ошибаюсь, Юлий Цезарь. Если на тебя нападают без причины, это называется коротким словом зависть. Вот и все. А под этим завистью лозунги за справедливость, за коммунизм. Это все уже херня. Просто зависть. Видели, я как-то смотрела, там мужское и женское, где два соседа, у одного 2 машины, дача, все, а вторые алкашня. Мало того, что алкаши, еще и наркоманы. Вот эти вот, значит, вот это вот по соседству зашли как-нибудь, продырявили этот бассейн детский, перевернули их туалет, якобы не там стоит, и эта дура туда упала в говно. Называется «Вонючее дело», по-моему, мужское и женское. Начали бить стекла, начали поджигать. А это статья, это лезть и угрожать, там дети плакали и так далее. И когда у них спросили, в чем причина, они там, вот туалет не там стоял. Какой туалет? О чем речь вообще? Вот туалет их не устроил. И зашли, разгромили, начали бить по машинам. Из-за чего, как думаете? А у них нету, понимаете? У них этого нету. Их раздражает, что люди рядом живут зажиточно, хорошо живут. И они просто зашли и начали громить, им плевать вообще. То есть даже
наличие того, что это срок до 5 лет, их не остановило. Зависть очень страшная вещь. Ужасно страшная. И душите в себе зависть, как только она возникает. Она возникает у каждого человека, у всех. Сразу душите, уничтожайте, не дайте им развиваться. Ничего хорошего это вам не даст. Опустошение полное просто. И я не зря назвала зависть рак души. Он захватывает душу со временем, дорогие друзья, если с ним ничего не сделать. Все. Всем удачи, а от зависти я вам дала. Как только тормозится финансы, делайте и дальше пошло. Сразу же. Можно делать это даже 3 ночи кряду. Прям если у вас вот никак с финансами вот идет и тормозится. 3 ночи кряду, а потом начать притягивать деньги, то есть усиливать эту всю работу. Она обязательно откроет сразу же. Но я устала вам повторять, не расслабляйтесь, мы живем в мире завистливых людей. Как только у вас это начинается, проводите. Все. Всем удачи.